Здравствуй, мой дорогой друг, рад приветствовать тебя на канале Гримера. И сегодня мы с тобой продолжаем, собственно, изучать, выживать в космосе. Боря, блядь, ну что ты устроил? В чудесной игре Breeze Edge у нас теперь с тобой целых 2 опорных пункта есть в этих суровых космических широтах. Собственно, один находится вот тут, второй, как ты помнишь, а может не помнишь, если не помнишь, то посмотри прошлую серию. Второй находится чуть поодаль в инженерном отсеке, инженерном челноке, если быть точным. Вот. У нас там с тобой новая база, новая красивая база, и я думал, что как бы нужно, наверное, туда бы все перенести нам с тобой отсюда как-нибудь. Но есть пара но. Полечились, все хорошо. Полечились и все хорошо. Есть пара но. Тут остались гробы. И трупы. И что-то мне подсказывает, что помимо гробов, возможно, можно будет повзаимодействовать еще и с товарищами-трупешниками. Ебать, кстати, вот там вот все это время был какой-то обломок. А я к нему никогда в жизни ни разу тут не летал. Давай слетаем. А вдруг там есть еще один гроб? Потому что наш многоуважаемый скафандр сказал мне, что новые, так сказать, эти гробы — это новые точки интереса. Уёб твою мать. Ага, нормально. Ничего не выбросил в открытый космос далеко. Давай пособираем все, что тут есть. Так вот потихонечку, понемножечку, помаленечку. Короче, я решил, что надо бы позачищать местные округи, окруженности. Позачищать их, собрать отсюда все возможные имеющиеся ресурсы и валить отсюда нахрен в сторону новых горизонтов, в сторону новой нашей базы в инженерном модуле. Вот. По-моему, это будет более, так сказать, рационально, просто потому что, ну, как бы, а чё бы нет? А почему бы и нет? Типа, тут мы главные точки интереса все осмотрели. Все дальнейшие точки интереса у нас вон там, блядь. Ну, типа, далеко. Если же вдруг неожиданно окажется, что у нас тут есть какие-то точки интереса... Ёб твою мать. 23 кислорода. Не уследил. Если же вдруг неожиданно окажется, что у нас тут есть какие-то точки интереса, да, вот в этой зоне, и я думаю, что мы вполне себе сможем позволить просто взять и это. Давай, ускоряйся. Просто позволить себе сюда вернуться, если вдруг что. Сезам открылся. И все, и как бы и жить припеваючи. С другой стороны, тут есть бесконечная фармилка в виде параши, во-первых. Во-вторых, тут есть телевизор, на котором можно смотреть кассеты. И Женя с Борей. Собственно, вот, как бы, да. Их бросать не хочется. Плюс тут интерфон. А там его нету. И как бы мне кажется, что значимость вот этого куска, она, ну, как бы существенна, скажем так. Но нам же и туда нужно тоже, как бы, да, попадать. И оттуда вести свои экспедиции. Ну, все это, короче, очень сложно. Нужно над этим сейчас подумать. А тем временем, подожди. Декор.
фортепиано. Нахуй не нужно, наверное, но может и оно и рабочее, кстати. Так, все вот эти вот штуки, это все, конечно, прекрасно. Где у нас, вот он, компенсатор. Щелочь, очищенный металл и титан. Для того, чтобы добыть щелочь, нам с тобой нужен щуп. Щуп. Очищенный металл, батарейка, проволока, алюминий. Давай соберем себе... Так, алюминий есть. Очищенный металл теперь тоже есть. Давай тут вот лишнее потихонечку десантировать сюда. Видишь батарейку? Вот батарейка, проволока. Очищенный металл, батарейка, проволока, алюминий. По-моему, это все, что нужно, и мы можем его уже сделать. Нам нужен щуп, потому что наш щуп йог. А новый щуп как бы нету. Поэтому надо еще сделать лом. Я думаю, даже 2 лом сделать. Вот так вот сюда один заберем штучку. Вот это сюда сложим. И давай пластик еще сюда сложим. 2 лом. Нам нужен 2 лом. В принципе, все остальные инструменты у нас есть в более-менее пригодном состоянии. Дрели у нас с тобой 2. И обе половинчатые, блядь. Сканер у нас с тобой 2. И почему-то в слоте лежит не трогатый, да? 3 лома, щуп, секатор. Секатор мы не так часто используем, кстати. Поэтому, как бы, ну и насрать, что он настолько у нас поломанный. В принципе-то, да? Да, блядь. Кончается место, нужно бы скрафтить, наверное, еще один. Тот самый, ну ты понял. И вот я не знаю, как поступить на самом-то деле. Ну, то есть, типа, мне не хочется покидать это место. И чемоданы нельзя носить, пока в них лут. Поэтому очень сложный моральный выбор. Давай, наверное, что мы с тобой сделаем? Давай мы, наверное, с тобой сейчас просто... Опа, кстати. Вот так вот, полетели. Полетели. А он скрытый, да? Блять. Ну и ладно. Не очень-то и хотелось. Полетели мы с тобой куда-нибудь вперед. Полетели мы с тобой. Ближайшая точка. Короче, нет. Сейчас мы сначала доберемся до базы. Нашей базы торпедных катеров, так сказать. И с нее мы стартанем на какую-нибудь точку интереса. Как бы будем идти, наверное, просто по ближайшим. Просто потому, что нам же нужно десантировать мусором в ядро корабля, чтобы понижать радиацию. И как бы не по ближайшим, мы просто-напросто, мне кажется, даже и не сможем перемещаться. Поэтому, ну а что вот это вот? Коробка соли. Кстати, лут, кажется, респавнится. Ну, по крайней мере, вот эти вот коробки. Потому что, по-моему, тут не было коробки соли. Для этого надо будет, наверное, вернуться, полететь к этому. К ребятам, вот там, спасателям, которые у нас висят там посреди космоса. Так давай вот зарядим это дело. Блять, 2 потратил, да? Ну да, конечно. Ну да, конечно, случайно потратил 2. Так вот, к спасателям, и у них там стекло. Есть у них там стекло. Вот стекло у них там можно проверить. Опасность обледенения. А мы долетим в обход же вот туда вот. Надеюсь, на 800 метров, по идее, должны. И если стекло там зареспавнилось, то все хорошо. Давай заодно сразу высматривать щелочь. А я не брал с собой алюминий. Вот, блядь. Это плохо. Потому что там у меня, по-моему, не осталось алюминия. По-моему, все ценные ресурсы я с собой, когда шел на эту базу в поисках гробов, унес. Но я думаю, мы добудем, если что.
Я обнаружить очень целый кусок корабль. Там множество ценное, я уверен. Я слышу, что тут... Зачем вам новый скафандр? Я лучше нового скафандра. Рекомендую просто улучшить текущую экипировку. К примеру, покрасить краской шлем. Я уверен, это поможет. Окей. Так, ладно, давай долетим сначала до базы, а потом посмотрим, что там вообще это все из себя представляет и как это нам поможет. Потому что, во-первых, я не доверяю этой женщине. Мы с тобой в прошлой серии пришли к теории о том, что это, блядь, вот те самые гработы, которые нас теперь пытают. Ну, типа, мы же к ним как-то попали. Учитывая всю оказию текущих обстоятельств, скорее всего, попали мы к ним в руки, ну вот, наверное, примерно таким путем. Хитростью захватили нас. Кислород не вечен, 200 метров. Но, в принципе, я, наверное, даже могу свечу не использовать. Или не могу. Не могу. Очень много здоровья потеряю. Оно нам нужно, оно нам не нужно. Терять много здоровья. Кстати, на больших астероидах не замечаю этого. Так. Не замечаю на больших астероидов жил. Кстати, посмотри. А вон то что такое? Видишь? Вон там. Выглядит как очень целый кусок корабль. На самом-то деле. Так, нужно до перевалочного пункта. Ну, в принципе, у нас тут есть и этот... компания капитана, где мы можем вдруг что полечиться. Так, у нас вон точка интереса 600 метров, кстати. Ну, прям вообще красота. Туда 1300, наверное, это будет уменьшать уровень радиации. Вон та точка интереса. Вон те две точки интереса непонятно нахуй нужны. Но зачем-то они же нужны, поэтому... На них мы тоже слетаем. Короче, насколько я понимаю, все вопросики же это не обязательные, скажем так, активности, на которые нас отправляют гробы. Да? А остальное, вот то, что помечено, вот это уже обязательные активности, которые как бы сюжетные. Ну, я предлагаю в любом случае вон на ту точку интереса к минимуму слетать. Я бы еще вот сюда вот сгонял, потому что мне очень... По-моему, кстати, она приблизилась. Мне кажется, что эта штука была дальше. Но это не точно. Но вот эти штуки не респаунятся, по крайней мере. Мы точно знаем. Так. Автосохранение. Пугают. Я думал, все, смерть. А нет, слушай, я тут что-то сбрасывал, что-то я тут десантировал. Что-то я тут чего-то чуть-чуть чего-то я тут сбросил. Ладно, штурвал. Кстати, может быть, когда-нибудь он и заработает. Может быть, когда-нибудь он и заработает. Что нам нужно? Давай, короче, вспоминаем, а лучше нам нужно найти щелочь в первую очередь. О, стоп. Ой, блядь. Сука, все стекло там осталось. Ну, кстати, если мы прилетим туда, наверное, у нас будет шлем в краске мы сможем сделать. Хотя, по-моему, ни хера ж видно не будет на самом-то деле, да? Кислородный баллон. Так, этот 50, а этот 125. Так, то есть изначально 75 будет 200 ровно. И большие кислородные свечи, ну, будут почти рентабельны. Да. Да просто я очень жадный, я не хочу использовать их не на 100%. Компенсатор. Компенсатор нужна щелочь, объекты. Щелочь и очищенный металл и титан. Ну так, очищенный металл и титан у нас тут есть с тобой. Ну, титан точно есть. Очищенный металл тоже завались. Осталось найти щелочь. Пошли искать здесь щелочь в округе. Заодно слетаем, я думаю, вон туда. Сейчас проверим для начала вот эти точки интереса сверху здесь.
А что если в следующей записи есть, что кто уничтожит лайнер? Это ужасный, но мне не можешь связать общую связь, полететь скорее, и вся твоя показать. И ебучие работы. Здесь только пустые гробы. Вы можете даже выбрать себе один. Ты чё, сука? Где это? Где это, во-первых? А во-вторых, мне интересно, что, реально могу? Не, ну я как бы не собираюсь, но, блин, вдруг. Всякое бывает, знаешь, как бы, если мы, да, человечество дожилось до того, что приходится устраивать космопохороны, вот что я хотел сломать эту штуку, она мне глаза мозолила. Значит, на Земле нет места, значит, это очень дорого, дешевле человека в космосе похоронить. А понимаете, что такое похоронить человека в космосе? Это типа траты уровня охуеть. То есть тебе нужно его снарядить корабль, да? А это тебе топливо, это тебе пусковая платформа, это тебе гигантский корабль, во-первых, ты сам построй, охуеешь, он купаться будет, не знает сколько на этих похоронах. Да, при учете того, что это похороны, которые дешевле, чем похороны на Земле. Я не представляю, насколько дорогими должны быть похороны на Земле, чтобы оно начало окупаться. Но это же охуеть. Вот это, наверное, да, часть хранилища. Да, вон гробы. Опа! Это нестандартная модификация. Вероятно, кто-то хотел улучшить скоростные характеристики гроба, что является прямым нарушением договора, хотя сама идея реализована неплохо. Ты наебать меня пытался, по-моему. Пытался наебать. Вскрыть. Зашифрованная лента. Выглядит интересно. Тут у нас что? Тут у нас ничего. Тут у нас что? О. Сканируем. Кислородные свечи. Это папе надо. На кислородных свечах, значит, летать хотел, да? Это я вам скажу, как бы не дело так делать. Кощунственно немножко, я бы сказал, в текущей-то ситуации. Хотя кто из них знал, что такая ситуация будет? Справедливости ради, да? Никто. Ладно, давай слетаем туда и подышим кислородом. Нет, не хочу дышать кислородным. Не хочу тратить. Мне жалко. Да, я жадный. И что ты мне сделаешь? Жадный. Ну, а куда деваться? Ебать, видел? О, моя жадность окупилась только что. Троекратно. Где щуп? Добывать. Красота. А вот теперь полетели. Видишь, вот не был бы я таким жадным до кислорода, мы бы не нашли с тобой эту щелочь. Мы бы ее не нашли. Так, поехали, слухай. Что в рецепте у нас с тобой идет? Снаряжение. Так, один это нахуй, где ресурсы, композитные ресурсы, компенсатор. Одна щелочь, 2 очищенных металла, 1 титан. Так, титан есть, щелочь есть, 2 очищенных металла. Давай остальное сбросим, короче, сюда, чтобы глаза не мозолило. Просто вот это вот не лежало тут. Эту ленту, что ее нужно переложить, выкинуть? Подожди. Которая записывается на такие кассеты. Часть информации зашифрована, но при определенном введении наличия интерфона по записи можно вычислить координаты потенциальных полезных обломков. А тут, конечно же, блядь, сука, баул, интерфона нету, да? Ну, вот как бы хуй там плавал. Вот это вроде бы и он, а вроде и не он. Так, ну хотя бы есть верстак, это уже хорошо. Комбайн, ресурсы, композитные ресурсы, компенсатор.
Так, мы скрафтили компенсатор. Раз. Что нам с тобой еще нужно? Утолщенная изолента и пластик. Изолента, по-моему, есть уже готовая. Да. Пластик. Да. Сколько изоленты, блядь, нужно? 2, по-моему. Чего-то нужно 2. Блядь, пластика нужно 2. Блядь, у нас 1 пластик. Пошли искать пластик. Вопрос где, блядь, конечно. Очень хороший. Ну, на кораблях, на краях, да, на обломках. Вот так вот, как проволока. Только пластик, блядь. Ну, нахуй. Полетели, короче, к точке интереса, вон к той, 200 метров. И я думаю... Нихуя, а я тут не был. А у нас тут рядом еще какая-то прикольная залупа висит в воздухе. А мы и не это. А мы и не это. Это что такое? Ну, не очень-то, видимо, интересное, к слову-то. И на ней даже пластика нет. Залупа. Одним словом, да. Грустная какая-то вещь. У меня, кстати, ощущение, как будто я начал больше голодать и испытывать жажду. У тебя нет такого ощущения? Вот у меня прям оно устойчивое. Кстати, радиации нету. Либо одно из двух, смотри. Либо она еще... Трубы обычно устанавливались в технических отсеках лайнера, где экономили на искусственной гравитации. Либо она еще сильнее упала, вот пластик, кстати. Либо она еще сильнее упала. Либо, не знаю, это может баг. Строительный набор. Охо. Кислород не вечен. Согласен. С иглы хуй поспоришь. Где ты, блядь? А ну подберись. Кстати, вроде бы от меня, вот микрошарики от меня конкретно не отлетают при столкновении со мной. Так, экономили на искусственной гравитации. Ну, блядь, знаешь, космический, вот такой гигантский лайнер на самом деле, вот если просто вдуматься, смотря пристыковаться выживших, к сожалению, он пристыковаться на очень большой скорости взорваться, но это все равно обнадеживать. Все ясно. Так. Сканировать труба где? Какая труба сканировать? Какая труба была? Сканировать сканер. Просто, блядь, еще не очень понятно, куда сканировать. Ну это, видимо, одна из схем, которая в последующем нам понадобится для строительства, да? Но... что, и все, да, блядь? Видимо, да, видимо и все. Видимо и все, но мы полетели как бы назад, потому что кислород не вечен. Сейчас нам об этом напомнят, кстати. А потом нам об этом напомнит урон по лицу. Это будет уже совсем другая история. У нас, кстати, там, по-моему, есть еда с водой. По-моему, есть. Сейчас давай поедим, попьем, скрафтим себе новый баллон. И очень сексуально куда-нибудь пойдем. Определим сейчас точку, не знаю, путем методом научного тыка, потому что хер его знает, куда тут идти. Меня очень сильно смущает уровень радиации текущий. Все, я в домике, блядь, не души, Ля ты свинота на космосе. Строительный набор. Изоленты. Заходите в мои гости, поиграем в маньяка. Ну или можно станцию собрать по инструкции, хотя подробные инструменты ломаются раньше, чем успеваешь инструкцию прочесть. А может быть, из них теперь что-то собирается? Труба. Строительный набор. Труба. Блять, а чем мне ее собирать? Все еще стоит вопрос, типа, чем ее собирать на самом-то деле. Ой-ой-ой. 2 чищенных металла, желтоватая вода. А у меня все это есть. У меня все это есть там. Ну, тут тоже чуть-чуть есть. Но там побольше.
Так, давай, во-первых, мы давай поедим, выпьем раз, использовать комбайн. Воду сразу тоже сделаем. Выпьем еще раз, сука, я сказал еще раз, выпьем еще раз. И после этого, с чувством выполненного долга, мы создадим нечто. Да, у нас все есть, по идее. Ну, кстати, по пути можно будет залететь, на самом деле, еще на этот. Ой-ой-ой-ой-ой, красота. Я искренне верю, ну просто типа как-то очень быстро тратится кислород, вот честно. Я искренне верю, что когда-нибудь, не знаю, мы создадим что-то, что уменьшает затраты, собственно, кислорода, потому что это какая-то вообще отдовщина. Если так по-хорошему, как бы, да? Типа полный пиздос. Такое... Такое нельзя как бы допускать, подобных вещей. Так, зашифрованная лента у нас есть. Для этого нам нужен интерфон. Но как бы я думаю, что поебать на этот интерфон пока что. 1000, короче, дохуя. Сюда 2900. Где-то еще, по-моему, была же точка, блядь, интерес. Я же видел. Ты же видел? Их же больше было. Короче, смотри, мы сейчас берем все наши большие кислородные свечи. Вот, блин, ну скрафтить бы, конечно, это 2 шаурмы. Может... Короче, мы сейчас начинаем двигаться в сторону основного задания. Смотри. Туда вот лететь. Ну вон, 1700, 1700, 2000. Вот, все, теперь их 3, теперь я доволен. Теперь я счастлив, теперь я, так сказать, да. Где ручка Ребилиан? Вон она, ручка Ребилиан. У меня вопрос... Бля, подожди, а куда ядро делось? Оно ж тут где-то было. Мы его сместили, и оно ушло дрейфовать, или чё, блядь? Просто как бы если да, смотри, короче, я сейчас вот тут сохраняюсь. Важно, очень важно. Потому что если я сдохну на обратном пути, то мы хотя бы будем знать, что нехуй в принципе лететь в эту экспедицию и полетим куда-нибудь вон туда вот. Мне вот тот вот моментик нравится, там какой-то движок, вон там прикольная штука. Везде много прикольных штук. Слушай, его реально не видно нигде. Типа на горизонте чисто. Прям вот просто в ноль вышкребли его куда-то. Где оно? Тут радиации нет. Так вот почему радиации нету. Ядра больше нету. Может, я его умертвил. Очень хочется залететь вот сюда, но это похоже на гигантское хранилище хладагента, и толку от залететь вот сюда будет примерно 0. Мне кажется так. По крайней мере. Ну, это типа не точно, конечно же. Смотри, ну типа мы почти долетели, мы пролетели полпути и сотка кислорода. То есть... Ну, 200 с копеечкой кислорода. Вон там что-то есть вроде интересное. 200 с копеечкой кислорода. Это будет наше, ну, путешествие туда и обратно. Наверное. Ну, в смысле, туда. Обратно тоже 200 с копеечкой кислорода. То есть 1 свеча. Пиздец. Ты понимаешь еще, что, блядь, мы в очке сейчас. Нам нужно залететь под этот астероид, и я, блядь, над ним. Слава богу, я взял с собой все свои кислородные свечи большие. В принципе, по 200 они нормально будут нам регенерировать кислорода, но надо уже, наверное, где-то вот здесь ставить еще одну кислородную станцию. Тоже, блядь...
очень интересно. Я бы хотел себе базу какую-нибудь классную построить. Въебать на ней все, что мне нужно. Там, чтобы и интерфон был, и вот это вот все и сразу. И, ну, как бы больше не париться. Еще, по-моему, я стал медленнее. Вот по ощущениям, знаешь. Так, давай вот это положим в 4-й слот. Не хочу я рисковать. Давай 1. О, хуяк. А, понял. Блин, а чего нахуй? А как? Ты понял? Я вот не понял. Либо, знаешь, что хотелось бы? Хотелось бы скрафтить какой-нибудь транспорт себе. И чтоб как в... Ой, в пизду. Не, ну это точно неверный путь. This is wrong way. Чтоб как в Савнаптике, ты в него залезаешь и все, и пополняешь кислород. И вот когда кислород, это вообще не твоя проблема, а проблема окружающей среды, да, так сказать, тебя, и транспорта, в котором ты находишься, вот тогда-то вот это все начинает быть менее муторным. Потому что сейчас вот возвращаться на корабль просто ради того, чтобы похилиться, потому что, блядь, непонятно, куда лететь, а там, ну, пиздец, ты видел. Там все, там смерть. Ну, смотри-ка, это дырка, кстати. Это лед, это лед. Щелочь. Кстати, ну, типа, на больших астероидах тоже что-то встречается. К слову. И чтобы мы не зря вылазили в эту вылазку. Ну, ты понял, в общем. Чтобы мы не зря тут шарились. Во, видишь, странное место, может быть, что-то полезное. Не зря же мы тут вот это вот все. Не зря. Надеюсь, не зря, блядь. Много титана. Это титан, все. Много, ну мне тогда хуя титана, мне его сейчас просто девать некуда, я об этом. Так, изучить. Фонарик увеличенной емкости. Бля, я им никогда не пользовался тут. И вот реально фонарик увеличенной емкости. Я, блядь, даже на самом деле уже забыл, на какую он кнопку. Только что взорвалась одна очередная тарелка дальней связи. Осталась всего одна. Но моя не получается найти ее. Если увидишь, дай как-нибудь знать. У нас односторонний интерком. Барышня, вы забыли, блядь? Хотя ты, сука, за мной следишь. Подожди, если гробы отправляют между собой вот эти вот зашифрованные сообщения, ну, то есть постоянно между собой общаются, а вот эти вот твари, которые меня схватили, эти гроботы ебучие, они тем же самым промышляют или нет, как думаешь? Как ты думаешь? Сколько? 700 метров, ёб твою мать. Не, ну а чё уже? Знаешь, уже вылетели, как бы, уже... Чё бубнеть-то? Давай пролетимся вот по этим местам, хотя бы в них посмотрим, что есть. Крикни мне, когда будет единица, чтобы я поменял свечу. Малый шлюз для выхода работников. Не крикнул. Не крикнул. А я просил. Титан. Титан так много, кстати, дают вот в этих местах. Блять, нам пизда. Все, надо возвращаться домой. Я случайно нажал кнопку. Промазал. Ну а чё, с кем не бывает. Так вот, мне кажется, что вся вот эта вот утварь, она из титана создается. Сканировать сетчатку. Опа, ликап. Ой, а что это такое? Я в душе не ебу. Надеюсь, это что-то ценное. Так, это все прекрасно, великолепно. Полетели отсюда к хуям обратно вот туда. Потому что иначе мы с тобой сдохнем. Сдохнуть в открытом космосе — это очень неприятно, я тебе так скажу. Смотри, ну там вон есть тоже какие-то залежи на вот этих астероидах. Они, правда, очень далеко друг от друга разбросаны. Вот если так приглядеться, смотри, раз, вон два.
Вон тут есть. Но, типа, они есть. Это главное. Типа, для меня сейчас... Даже не знаю, пытался ли он подключить картошку к генератору или запитать генератор от картошки. Обезвредить. А ну-ка. Обезвредить. Забираем Гладос. Это же Гладос. Ну, это прямая отсылочка к ней. Мы забираем. Так, резину добывать здесь можно. Что еще здесь есть? Может, тут есть что-то интересное? Типа не просто Гладос, а что-то поинтереснее. Например, такие... Такие, Абрамович, нету там ничего интересного. Зачем вы меня обманывали? Говорили, что это будет весело и задорно. Оказалось, совсем-таки нет. Все, короче, мы сейчас начнем терять хп, когда на подлете где-то. Но мне насрать, потому что я проебал свечу, а я очень жадный, чтобы использовать сейчас еще одну, но в непосредственной близости от корабля. Типа, я на такой не пойду. Мне проще будет сейчас потерять 25 хп, потом скрафтить аптечку. В моральном плане именно проще. Я вижу гроб. Надеюсь, мы его еще не открывали. 50. В принципе, кстати, мы уже близко, поэтому, я думаю, можем полететь его вскрыть. Ну, если он не вскрыт. Если он не вскрыт, вскрыть. Еще одна зашифрованная лента. Еще одни записи общения проклятых гробов. И это хорошо. Слушай, кстати, очень много электроники, титана и смолы. Это как бы радует, наверное. Да ну, ёб твою мать, залети ты. Это вот инертность, конечно, немножечко напрягает даже. Так, кстати, почему тут вот я его выключил, и он выключился, а там на корабле он как бы сказал мне: а может ты пішов нахер, картошка? И все, и я такой как бы, а что я сделаю? А я уже ничего ему не сделаю. Снаряжение. Что у нас тут что-то новое открылось? Фонарик увеличенной емкости. 2 батарейки, 2 лампочки, 2 пластика. Логично. Ну, типа, с 2 батарейками он будет лучше, и с 2 лампочками светить будет еще лучше, да? Шлюз коридора. Вот, кстати, да. Вот, кстати, да. Входной шлюз. Шлюз коридора. Вот это вот то, что мы там нашли. То, что мы там нашли, вот... Нормально. Пускай там и лежит. Пускай там и лежит. Так. Это все прекрасно, конечно, что мы там нашли с тобой. Вот это мы положим. Вот это тоже. Здоровье у нас с тобой нормально. Мы выяснили, что мы долетаем туда за баллон, обратно за свечу. Поэтому как бы и хорошо, и нужно тут где-то вот прям сейчас, сука, вниз полететь. Хочется очень. Но непонятно, где именно нужно спуститься. Вот ты понимаешь, я просто, блядь, вообще в душе не ебу, где нужно спуститься, чтобы туда попасть. Это либо где-то под астероидом, либо в астероиде есть дыра. О, кстати, смотри, вот похоже на пещеру. Похоже на дырку между астероидами, в которую как будто бы можно пролететь. Либо просто, когда их сшивали, их плохо сшили. Я просто реально сейчас недоумеваю, каким хуем мне туда попадать. Смотри, ля-ля-ля. Когда, ну, не, она там сужается, все, их просто плохо сшили. Когда модельки совмещали, их заскейлили, типа, а потом такие бра-бра, и в большом зуме проверяли, что происходит, сказали, все нормально. Давай хотя бы, ну, тут полетаем. Недалеко от корабля. 200 метров нормально.
недалеко от корабля, поищем, попробуем, по крайней мере, поискать тут дыру. Ну и дыра, да. Тут, опа, я вижу какую-то дыру. Я вижу ее. Прямо под кораблем, получается, да? Ну да. Блин, там еще одна. Мы сначала к той полетим, которая прямо под кораблем. Мы сейчас подышим. И я думаю, если у нас батарейки, надо, наверное, скрафтить еще пару свечей. Возможно, даже пару больших свечей. И если получится, мы скрафтим сейчас свечек и полетим отсюда куда-нибудь в далекие дали. Да? Если через ту дыру можно протиснуться к нужной нам точке, то это великолепно. Почему я так спешу выполнять сюжетные задания, спросишь ты меня? Потому что, во-первых, точки интереса вон те, охуеть, как далеко от нас. Это во-первых. А во-вторых, что нам нужно? Вот, они охуеть, как далеко, во-первых, а во-вторых, они... А во-вторых, хочу строить домик. Домик хочу строить. Домик строить не дают. Батарейка, смола. Что, здоровье? Может, где? Ладно, батарейка, смола, титан. Ну, у нас есть. Блять, у нас нет батарейки. Че, рофли? А, ну, щелочь, металл. Титан. Все нормально. Все нормально. Сейчас все сделаем. Хочу строить себе базу, либо хотя бы какое-то средство передвижения. Одно из двух. Тут реально одно из двух нам с тобой очень сильно нужно, просто чтобы перемещаться, блять, в этом вот во всем этом пиздеце. Перемещаться очень в нем хочется быстро, качественно и комфортно для себя, поэтому, ну, как бы, выбор очевиден. Выбор очевиден, падает в сторону вот этого вот всего. Так, ну, одной свечи еще. Я думаю, с 3 свечами мы должны добраться до нужной точки. Просто летим вниз. Вот отсюда просто летим вниз. Причем на 200 метров вниз. Жаль, нельзя, вот реально, я говорю, какие-то ориентиры ставить. Было бы великолепно. Мимо пролетать огромный мертвый мужик без головы. Я вычислять откуда и передать тебе координаты. Может быть, так много огромная мужик, и они тебе помочь. Ебать, 2600. Ты чё рофлишь? Ты вообще понимаешь, насколько это, сука, далеко? Так, у нас есть вон дыра, и вон там еще одна дыра потенциальная. Но вот в этой дыре вроде как, мне казалось, виднеется что-то вот далекие дали, нужные нам. Я надеюсь, что это она, что это прям нужная дыра. Нужная дыра. Просто если нет, то я буду себя очень долго корить за то, что я проебал кислород впустую. Опа-на, нахуй. Кажется, это нужное место. Кажется, это оно. Короче, мы сейчас летаем к нему, а потом будем возвращаться на ту базу дальнюю, на первую. Прослушаем, во-первых, переговоры гробов. Во-вторых, скрафтим себе ускоритель и фонарик. Не знаю, нахуй нужен фонарик. А, подожди. А как, блять, фонарик? А, вот, я вспомнил. На колесико мыши. А я думаю, что опасность, какая нахуй опасность обледенения? Я его на F пытаюсь включить, а на F-то тут ссать. Я думал, игра сломалась, это просто я дурачок. Вот все. Ссать в открытом космосе нельзя. Можно, да, можно замерзнуть и умереть. Это что, гигантский моток изоленты? Бать, ты это видишь? Выглядит как будто бы гигантский моток изоленты. По всему, здесь временно находился выживший. Бля, тут очень много всего, сука.
В смысле, почему временно? А, понял, почему временно. Во время взрыва мостика я успел снять мерки вашего тела для заказа гроба, но это не пригодилось. Хочу заметить, вы в прекрасной форме, так держать, вы почти совсем не жирный. Жаль. Надеюсь, что-то собирали. Жаль, конечно, этого добряка, но мне оно нужнее. Так, что у тебя еще есть? Еда, вода. Блять, еда, вода, залупа, братан. Фото лайнера. Кто сфотографировал его во время одной из остановок, отлетев на приличное расстояние? Ну, а чё? Кислород не вечен, да, я в курсе. Изучить. Вот огнетушитель, вот это спасибо. Вот за огнетушитель спасибо. Случилась разгерметизация. А как так случилось? А хуй его знает, да? Давай к нему подлетим. Чё, брат? Ты как тут? Чудо инженерной мысли. Этот пылесос летал быстро, хотя и недолго. Пылесос вытащить из камня. Ого! Блять, я с собой обезвредил. Ну ладно. Так, подожди-ка. Ой-ой-ой. Ля, шо творит? Выход из транспорта. Ой-ой-ой, топливо 18. Сука, как тебя заправить-то? А, необходимо топливо. Талантливый инженер оказался не очень талантлив. Трусы. Настоящий инженер чинит даже трусы. Схема пылесоса. Заляпана кровью, но некоторые конструкционные идеи различимы и достойны внимания. Схема пылесоса. Спасибо, брат, за то, что умер так хорошо. Да. Блять, а где он? А? Я думал, все, пиздец. Так, слышь, чё? Ну, сука. Я бы вернулся на нем на самом деле. Ладно, давай проверим плюс-минус топливо. Ой, ля, на топливо хорошо довольно-таки. Это либо пункт связи с другого борта. В любом случае есть шанс отыскать Нормандию и других выживших. Надеюсь, все эти тарелки были лишними, и связь заработает даже без них. Похоже, что кто-то пытался проникнуть внутрь отсека, используя челнок как таран. Кстати, вы обращали внимание, что слова таран и баран рифмуются? Интересный факт. Интересный факт. Ой, тут есть кислород, да? Ваша вероятность покалечить себя изолентой составляет 46%. Кайф. Делать диспенсер наиболее безопасным инструментом для бесполезной траты времени и строительства. Главное, не направляйте свободный конец изоленты себе в горло. Пилот проник в отсек. Частично. По крайней мере, его мозги разлетелись по всему коридору, скорее всего, попав в вентиляцию и запустив протокол герметизации шлюза. Необходимо найти другой шлюз для проникновения внутрь. Что я могу сказать? Ну, как бы и ладно. У нас тут есть точка, где мы можем дышать. И это уже хорошо. Это, кстати, инженер, да? А у нас, кстати, тут, кажется, дыра, блядь, в открытый космос. Но мы все равно тут можем дышать, поэтому... А почему я не могу его достать? Или, типа, он это... Ну, все, он разгерметизировал отсек, наверное, там шлюз захлопнулся прям с хуяем. Тогда да. Ой-ой-ой, схема диспенсера. Новая штука, диспенсер. Это что такое? Tomb Raider. А вот и здравствуйте. Культовая игра с культовым персонажем Илларионом Крафтовичем, собственно, получается, да. Культовым среди маскулистов, конечно. Игра получила множество наград и хвалебных отзывов за культурный вклад, за пропаганду добра, за деньги, за еще что-то, за относящееся к ее ужасному игровому процессу. Собственно, спасибо этой игре за то, что она вспомнит классику и очень круто к ней отсылается. Вот что я тебе скажу. В смысле, спасибо, Бриз Идж. Так вот, подожди. Там все было в попыхах.
Блюдце. Такой сервис есть в каждой семье. Непонятно, правда, зачем его было тащить на лайнер. Окей. Трусы с заплаткой. Обычные трусы с обычной заплаткой. Судя по толщине ниток, уверенной стежки, эти трусы еще лет 10 прослужат. Нормальная тема. Огнетушитель. На космических судах используется редко, так как ты его либо поджег и взорвал весь корабль, либо что-то поджег и взорвал весь корабль, насыщенный кислородом, либо нет, и тогда тушить тебе нечего. Хотя случаи все же бывают. Хорошо, генератор. Простой генератор для выработки электричества. Достаточно мощный, чтобы использовать его на станции или в транспорте. И достаточно громоздкий, чтобы не таскать его на себе. Хотя такого фонарик работал бы очень долго. Справедливо. Справедливо. Вот у нас есть чертеж нашего пылесоса. И, сука, с чертежом пылесоса мы не можем крафтить пылесос. Но он у нас в любом случае уже есть. Что такое диспенсер и что он делает? При острой нехватке ресурсов, риске гибели или серьезных ранениях, жажды, голода, усталости, лучшим выходом из ситуации будет постройка трехэтажного особняка, чтобы подтверждать множеством аналогичных случаев выживания. Диспенсер отлично подойдет для этой задачи. То есть, вы мне хотите сказать, что я этой залупой могу строить? Да? Если да, то все отлично. То я чувствую, что мы вот абсолютно не зря сюда пришли. Соленый набор. Вода, ну и давай еще вода. Нормально. Аптечку пока не используем, как бы, да. Все, больше вроде ничего нет. Кто-то, подожди. Девушка на ракете. Взять. Апрель. Апрель. Дед был бы рад, если бы мы собрали с тобой все эти календари, смис, там чего-нибудь. Хуй пизды. Так, секат. А ебать у меня секаторов. Откуда столько секаторов, брат? Ладно. Дареному коню в зубы не смотрят, конечно. Как бы, чё выебываюсь. Так, мы с тобой. Ой, он отмечается. Ой, какая ты ж моя лапочка. Блять, подожди. 60 метров, вон. Я бы с удовольствием превеликим тут задержался, но... Технический шлюз. Точнее, это был технический шлюз. К сожалению, его больше нет. Но если вы отсканируете систему его работы и разобудете необходимый инструмент, мы могли бы попытаться отремонтировать шлюзовую камеру для разгерметизации дверей. Сканировать. Необходим диспенсер. Подожди, блядь. То есть диспенсером я нихуя в итоге не строю, да? Или строю? Блять, я очень надеюсь, что я диспенсером что-то нахуй строю. Тут где-то летал в воздухе этот. Нет, это железо. Магнитофон. Либо у меня галлюцинации, но я в это не верю. Я больше верю в реально... Ага, вот он, магнитофон. Магнитофоны очень важно разбивать в них как-то больше полезных вещей. Не знаю, мне очень сильно хочется верить, что в них больше полезных вещей встречается. Так, эту штуку, чтобы нам с тобой разгерметизировать, нам нужен диспенсер. И знаешь, что я тебе скажу? Мы сейчас дышим, садимся на наш новообретенный транспорт, летим до инженерного корабля, инженерного шаттла. В инженерном шаттле мы крафтим топливо для нашего вот этого, вот этого. Сесть. Прочность 25 из 100. Ну, я так понимаю, прочность от столкновений. Блять, а тут есть другие способы выйти? Вот это что, например? Я не ощущаю себя очень быстро. 33, нихуя, я ощутил. Где-то есть выход наружу. Не такой дебильный, каким я залетел. Опа-на. Интересная конструкция. Схема подключения такого штурвала даже проще, чем у прогулочных кораблей. Давай не надо.
Меня пугает каждый раз, когда я дергаюсь, он, блядь, это... И он делает вот это вот сальто назад. Штурвал 2 из 4, ёб твою мать. Сюда можно подключить кислородную станцию, если я правильно просчитал схему. Необходим ремонтный инструмент. А, ну охуеть. А, ну да. Инвентарь полон. А, ну да. Ну я... Могу в этом шлюзе дышать? Могу в этом шлюзе выйти нахуй? Я понял. Ну, отлично. Она осталась на карте. Кстати, гроб. Кстати, гроб. Нам все равно сейчас лететь как бы в этот. Пусто, блять. Все равно нам сейчас лететь обратно туда вот на базу. Так, не надо. Не надо. Я и так плохо ориентируюсь в трехмерных пространствах. Ты меня еще больше хочешь запутать? Топливо очень медленно расходуется. Даже несмотря на то, что сейчас мы, в принципе, выплыли в ебенях. И я думаю, что и мы довольно быстро с тобой, во-первых, доберемся туда. И если бы я знал твои точные координаты, я бы смог как-то тебе помочь. Ты бы смог пойти нахер, если бы знать мои точные координаты, поэтому ты идешь нахер. Вот и все. Сколько нам лететь до корабля того? Ну, теоретически, это самая дальняя станция наша, да, кислородная? Тот корабль, ну, плюс-минус. Потому что мне кажется, что они вдвоем одновременно не отображаются просто-напросто. Вот и все. Так. Ой-ой-ой, здравствуйте. Здравствуйте. Стабилизировались или остановились, вышли. Вышли. Я все равно каждый раз почему-то пинаю, когда с него выхожу. Я счастливый как никто. Я счастливый лет уж 100. Ой, блядь, красота-то какая. Товарищи, сохранюсь. Сохранюсь. Это знаковый момент. Так, сейчас нам с тобой нужно, во-первых, выгрузить всякое говно. Говна много. И это первоочередное и самое важное, наверное. Вот это вот нахуй. Вот это туда же. Вот это я не уверен, что нужно туда. Вот это уверен, что нужно туда. Так, сюда. Идем сюда. Предлагаю забрать отсюда сразу, опять же, говно и переложить его в тот контейнер. И у нас будет целых 2 контейнера с бесполезной залупой. 2 контейнера с бесполезной залупой лучше, чем 1 контейнер с бесполезной залупой. Ты согласен? Я согласен. Так, это сюда. Здесь у нас... Ну смотри, короче, в принципе, всю еду и воду можем оставлять смело тут на станциях. Для перелетов шаурму заберем, это заберем, еду убираем. Для перелетов между нашими 2 кораблями кислородные свечи, как таковые, мне нахуй не сдались. Это однозначно, скажем так. Давай вот электронику, щелочь заберем. Титан. Там титана у нас нет с тобой. Изоленту возьмем. Чуть магнит можем взять. Сюда мы также перегружаем огнетушитель. Наверное, по-моему, он абсолютно бесполезен. Поэтому пока что мы его положим, да, вот сюда. И генератор, наверное, тоже. Я не знаю. Может быть, ты сейчас бывалый первопроходец, смотришь и думаешь такой, ну долбоёб. Но я реально просто не знаю, нахуй мне сдался на текущий момент. Поэтому пусть пока лежит там. Вот это я отсюда забираю. В принципе, тут хватит всяко разно ресурсов, чтобы вот это все, собственно, да, провернуть. Так, металл мы тут оставим, чтобы взять строительный набор. Я не знаю зачем, но да. В любом случае, даже если я и буду строить станцию, то я бы, наверное, строил ее чуть-чуть поодаль.
Так, мы вот это с собой взяли. Это все прекрасно, это все хорошо. Топливо. А я могу, во-первых, могу ли я крафтить топливо здесь? Ресурсы, композитные ресурсы, генераторы могу крафтить, значит, они где-то будут нужны. Индукторы тоже где-то будут нужны в крафте. Объекты, станции, ага, нихуя интересного нового, контейнеры тоже. Тут из нового, кстати, фонарик новый можем скрафтить. Давай скрафтим, а почему нет? Ну, типа, что мы теряем? Ничего. Правильно, правильно. Фонарик нужен. Когда-нибудь будет, наверное. Сейчас нахуй он мне не сдался, но пусть будет, опять же, да? Этот фонарик просто сюда. Ля, ну это поярче, кстати, блять, меня аж немножечко ослепило. Ослепило немножечко аж даже, да. Так. Внимание, вопрос, блядь. Топливо. Это предметы во вкладке снаряжения. Вот, смола и металл. Смола у нас тут есть. С тобой снаружи. Смола. Смола, вот смола. Я просто не помню, чего она добывается. Щуп, сука. А где щуп? А где он? А вот он. 3. Смола. По рецепту сколько там? 1 к 1 предметы. 2 к 2. Ну, как бы 1 к 1, но ты понял, в общем. Не выебайся, а. Так, и металл. Ну, металл у нас там я вроде отгрузил в этот. Поэтому металл у нас там есть. В принципе, металл есть, все хорошо. Так, инвентарь полон. Ты чё, охуел? Ладно, справедливо полон. Так, ну что, крафтим топ. Я хочу 3 канистры просто сделать. Мне интересно, я не глянул, но я уверен, на ней написано, сколько именно топлива она восстанавливает. А еще я уверен, что пылесос не вершина инженерной, блядь, мысли. Я уверен, это очень важно понимать. Так, ну давай пока что, короче, мы десантируем смолу сюда. Блять, десантировал 3, 4. Раз, два. Раз, два, 3. Раз, два. Да, крафтим 2 канистры. Мне кажется, что сейчас 2 канистры нам хватит, чтобы заправить его полностью. А, не написано, посмотри ты, ебать, чё? Может, как создам будет написано? Тоже не написано. Топливо можно сделать из чего угодно. Великолепно. Так, особенно если ты закончил институт химпромышленности и 8 лет проработал в НИИ имени Менделеева. К сожалению, я таких институтов не заканчивала, так что перегонные установки деда освоил в совершенстве. Перегонные установки деда в совершенстве это дело хорошее, но, да, ёб твою мать, почему он в слот не приспосабливается? А, ну, может, просто из инвентаря заправить надо. Вопрос сейчас в том, я могу просто... Сколько это? 30, да? Это 30. Все нормально. Крафтим еще. Слушай, ну, я думаю, что еще одну последнюю мы не будем создавать. Почему, спросишь ты меня? Я тебе скажу сейчас. По очень простой причине. Потому что нахуй не надо. Алюминий, стекло, краска 4, пластик 2. Тут нам не нужна. Тут нам не нужна эта штука. Смола. Тут нам тоже не нужна смола. Предметы, ресурсы, станция. Вроде смола нам больше особо нигде не нужна. Но давай как бы, короче, от греха подальше я с собой возьму парочку. Все-таки. Слушай, давай полечусь просто сейчас. Освобождай место. Типа, тут очень много
Я что-то выбросил? Вроде ничего не выбросил. Тут очень много ресурсов есть, имеется. Кстати, попить бы надо. И... Ну, в округе, в смысле. А там их уже гораздо меньше в округе, чем здесь их в округе. Поэтому, кстати, вот эту вот жижу возьмем с собой. Я бы, наверное, еще вот эту бы дрянь взял. Вместо чего? Вместо, наверное, ткани. Да, давай вместо ткани возьмем с собой вот эту жижу. Ну, а вдруг мы сейчас что-то скрафтим, у нас откроется какое-то чудом новый рецепт, и мы это, да. И мы с тобой будем молодцы. 75, 40, ну да, 30-очку, короче, дает. Полетели. Слушай, ну прям очень приятно, я тебе скажу. 1000 метров? Че, рофлишь? В смысле, реально я на 1000 метров отлетаю от своего того корабля? Уже. Нихуя я мощный. С тобой сейчас летим, короче, за краской. Потому что я не помню, много ли у меня там краски. Но скрафтить новый шлем мы с тобой должны. Это во-первых. Во-вторых, я обнаружить обломки старый корабль, можно попробовать ремонт двигателя и полет. Главное не забывать, что при запуске такой старого корабля можно находиться внутри сопла двигателя и смотреть, проходить ли искра. Это сука ебаная. Просто, да я уверен, это эти боты, и они меня хотят убить, потому что это гробы устроили переворот политический, и вот эту вот всю вот хуйню тут вот воротят. Я уверен, все дело в гробах. Так, давай я вот тут вот слезу, чтобы вот эту штуку свою сильно не травмировать. Чуть подышим и полетим сюда искать краску, блять, искать. Что искать? Правильно, краску. Краска, раз. Блять, инвентарь полон. А она еще и 2 слота аж занимает. Да и... Так, ну металл можем выкинуть. И питательную жижу тоже. Еще 2 могу краски собрать. Ну, я, конечно, блядь, да. Выше всяких похвал, так сказать. Обойдемся без упоминания личности людей, которые только что произвели вот это вот все. Эти вот приколы. Кстати, вопрос. Все, что я высрал из себя, оно просто в воздухе сейчас летит, колыхается, летает. Летает, колышется. Так, ну в принципе, если что, у меня я не хочу сейчас тратить эту кислородную станцию, потому что я потом забуду, где краска. Эта кислородная станция работает как отличный ориентир. Это во-первых. Во-вторых, а чё, блядь, где краска-то? Куда вся краска? Из свинца? Как говна, посмотри, реально. Просто свинец повсюду, свинца до херища. А краски что-то как-то нету. Где краска? Вопрос, блядь, где краска? Пусто, да? Пустой бак. Сука. Ты видишь краску? Я хочу ее видеть, но я ее не вижу. Вот это вроде целая бочка. А, хуй там целая, конечно. Прошита насквозь. Прошита насквозь, да, собственно, и хуй бы с ней. Может, вон там внизу где-то будет краска, просто потому что тут я не вижу. Кислород не вечен. Ну, свечу мы будем использовать, я уже решил. Потому что я хочу краски 2 еще собрать как минимум. Мне кажется, что, ну, у меня там не хватит, по-моему, краски на новый скафандр. Ой-ой-ой. Увлекся. Ой, увлекся. Я тебе говорил, кричи, когда до единицы дойдет, а ты не кричишь. А ты не кричишь. Ну и как нам вот это вот все быть?
Вообще краской как-то не наблюдается. Совсем. Совсем вообще. Полетели мы с тобой. Давай возьмем свой новый чудо-пылесос и полетим с тобой. Давай слетаем куда-нибудь вон туда для начала. Допустим. Тут у нас что? Ничего интересного, да? Прочность 25, а ниже прочность 23. Что это, блядь, значит? Почему прочность 1 меньше прочности 2? Не понял. Вниз к бакам, может, слетаем. Видишь еще краску? Я не вижу. Ну, надеемся, что у нас там 3 краски. И я только что взял, типа, 4-ю. И все хорошо. Вот мы верим в это. Ну, в принципе, сотка кислорода, наверное, мы туда вот долетим 600 метров. Мне кажется, что мы должны. Кстати, вот здесь вот в этом вот красочном шлейфе, может, тут есть краска. Так сказать, ну если что, полетим в другую сторону. Видишь? Работающие стороны турели. Если найдешь такой, ты должен попробовать подлететь как можно ближе. Я должен попробовать послать тебя сейчас нахуй, но мой интерфон не работает. О! Она еще вот типа сливается, блядь, и бесит меня. Вот типа ее ж не видно ни хера. Вот пытаешься увидеть, ее ни хера не видно из-за того, что она темно-красная, на темно-красном фоне в темноте. Подожди! Может, фонарик вот для этого-то и нужен? Может, сейчас неожиданно я, блядь, прозрею? Просто как бы если да, то, ну, все, беру свои слова обратно, это не бесполезная залупа. Если так действительно окажется, то, ну, это пиздец. Кислород не вечен, 20%, окей. Это спасибо. Вот это самые лучшие предупреждения в этой игре. Они, ну, типа, сигнализируют тебе один раз и все, ну, типа. И это круто просто. Мне это очень нравится. Потому что в некоторых играх вот эти оповещения орут как ебанутые. А ну-ка, давай вниз вот сюда вот слетаем. Ля, у него свой фонарик есть. Или это мой фонарик? Ну, в смысле, своя фара, получается. Ну, вроде нихуя нету. Видишь что-то еще? Я ничего не вижу. Я ничего не вижу, поэтому полетели мы с тобой отсюда. Я вот так вот на всякий пожарный буду светить куда-нибудь вот туда, когда мы будем сейчас давать задом, чтобы улететь отсюда. Все, погнали. Погнали, мы с тобой летим, просто берем и летим. Берем и летим в сторону дома нашего, моего, твоего. А что? Ну, получается, наш. Мы же с тобой там вдвоем живем. Ну, ладно, еще есть Женя и Боря, ну, как бы. Они-то как бы безмолвные наши товарищи. Просто безмолвные, просто товарищи. Кстати, вот тут вот в округе нету краски, это очень странно. Типа не летает на там. Мы там нашли, по-моему, только декоративный кусок. Блять, как же быстро на этой штуке летать. Ой, вообще. Я просто кайфую. Все, выходим. Ну все, машина мечты. Знаешь, даже при учете того, что она как бы, ну, не предотвращает меня, да, от растрат кислорода, все равно от нее есть польза.
Почему у меня больше слотов, чем было? Я что-то лишнее выбросил? Надеюсь, блядь, что нет. Очень сильно надеюсь, что нет. Ну, да и ладно, собственно. Ну, типа, мне должно было хватить... Не понял. А, свечи. Я выдышал свечи, точно. Точно. Так вот. Собственно, мы с тобой прилетели, друг мой. Я посмотрел только что, а времени-то уже много мы с тобой тут провели. Поэтому на сегодня, на этом я с тобой прощаюсь. Ты пока что можешь пойти в комментарии, написать мне все, что ты думаешь о том, что тут происходит. Все, что ты знаешь, тоже мне рассказать. Поставить лайки, подписаться на канал, если не подписан. С тобой был Гример. Увидимся в следующих сериях.